Привет! Ты снова на канале IT User Help, и это видео будет о том, как сравнить характеристики двух смартфонов. Предположим, ты выбираешь смартфон для покупки, либо на подарок, либо себе, и когда человек покупает смартфон, он примерно представляет, какие параметры ему нужны, возможно, даже знает модель, которую хочет, но чаще всего выбор сокращается до нескольких моделей смартфонов, и из них человек выбирает. Но пока выбираешь один, забываешь характеристики другого смартфона, и поиск немного затягивается во времени, что в принципе можно ускорить, то есть сделать так, чтобы выбор между несколькими смартфонами был намного быстрее. Для этого тебе нужно взять характеристики одного, характеристики другого смартфона из тех, что ты выбрал, и сравнивать их наглядно один с другим. И в этом нам поможет приложение, которое можно скачать в Google Play Market. Об этом и будет видео. Поэтому, если ты досмотришь видео до конца, сможешь спокойно, легко и, главное, быстро выбрать смартфон на операционной системе Android, и при этом не упустив некоторые детали, которые очень важны при покупке и выборе нового смартфона. Для того, чтобы нам сравнить несколько смартфонов между собой по характеристикам, по внешнему виду, нам потребуется приложение в Google Play, которое называется Mr. Phone. Заходишь в Play Market и в самом верху в поиске английскими символами вводишь Mr. Phone английскими символами, так как написано у меня, и нажимаешь поиск. Нам нужно приложение Mr. Phone Search от производителя Utopia Mobile PVT. Это приложение, у него хорошие отзывы, много скачиваний и много отзывов. Скачиваем, устанавливаем, открываем и смотрим. Пока можно посмотреть описание. Цены, скорее всего, здесь нельзя будет посмотреть, так как приложение ориентировано на американский рынок. Но в целом с ценами все довольно понятно, используя другие российские сервисы, либо украинские, либо той страны, где вы находитесь. Цены это весьма индивидуально, даже в принципе от города зависит. Поэтому надеяться на приложение, на любое приложение, что можно будет сравнить точно цены, это не совсем правильно. Плюс цены варьируются от времени, от праздников, скидки, акций и прочее. Нам самое главное сравнить характеристики смартфонов, тех, которые вы уже выбрали, в той ценовой категории, которые вы выбрали, на которую вы рассчитываете. Итак, приложение скачалось, нажимаем «Открыть». Так выглядит приложение. Приложение имеет английский интерфейс, но он довольно простой интерфейс. Тут все интуитивно понятно. Если непонятно, я сейчас вкратце расскажу. Для сравнения нам в принципе потребуется вот это главное окно. Где мы сравниваем два смартфона. Add new device — это добавить новое устройство, и еще один Add new device — добавить второе устройство для сравнения. То есть мы берем, нажимаем на плюсик и выбираем из поиска, вводим какой-нибудь телефон, который мы уже для себя отобрали. Раз. Я сейчас ввожу вообще наугад, но вы, я думаю, уже определили, сузили для себя некоторый диапазон тех смартфонов, которые вы хотите купить или выбрать и сравнить. Вот, мы выбрали два смартфона разных марок.
Возможно, даже разной ценовой категории. Я, честно говоря, не интересовался этими смартфонами, выбрал наугад. И нам показывают характеристики. Во-первых, внешний вид тут, в принципе, можно оценить. Основные, там экран, рамки и некоторые основные моменты по внешнему виду можно оценить. Ну, конечно, не полностью, как хотелось бы, но в целом можно отличить эти телефоны. И далее мы можем сразу впритык сравнить характеристики двух смартфонов. У этого смартфона диагональ 6,67, у этого 6,2. Разрешение экранов такое и, соответственно, такое. Фронтальная камера, разрешение. Здесь почему-то нет данных конкретно по этому смартфону фронтальной камеры. Объем оперативной памяти, емкость аккумулятора, бренд, тип телефона, операционная система, габариты. Очень удобно сравнивать габариты, так как цифры обычно, их как минимум 3 цифры и 3 числа как минимум. И запомнить, когда сравниваешь 2 или 3 или несколько смартфонов, запомнить эти числа для сравнения довольно сложно. А здесь видно впритык. Можем посмотреть толщину, вес и прочее. Дисплей, камера, прочие характеристики. В принципе, здесь то, что нет русского языка, не особо влияет как-то на юзабилити этого приложения, так как все характеристики либо в числах, либо в аббревиатурах, которые всем известны и так. В общем, довольно полный спектр характеристик. Если, например, сравнив два эти смартфона, вы выбрали для себя какой-нибудь из этих, вы сможете потом один удалить и сравнить этот смартфон уже с каким-то другим. То есть в итоге вы придете к тому, что выберете для себя наиболее лучший смартфон по характеристикам, конкретно то, что нужно будет вам. Может, у вас есть какое-то специфичное требование, там, чтобы обязательно был NFC, или чтобы обязательно фронтальная камера была с таким-то разрешением, а может быть диагональ экрана была именно такая, все остальное не важно. То есть с помощью этой функции легко можно будет отделить то, что вам нужно. На этом у меня, пожалуй, все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, это очень поможет. Оставляй комментарий, и уж совсем круто будет, если нажмешь колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Всем пока!